Здравствуйте, друзья! В прошлом выпуске мы поделились нашим мнением по поводу женщин и тренировок женщин с отягощениями. И вот пришло лето, пора заняться теми самыми тренировками. Мы предлагаем вам комплекс из 3 тренировок, который поможет вам сжечь ненужные калории, прокачать все ваше тело, улучшить осанку и общее самочувствие. Все упражнения, суперсеты, которые мы вам покажем, одобрены нашими подопечными, дали нашим ученицам желаемый результат, и мы уверены, что вам они будут также полезны. Итак, нашу разминку мы начинаем с активной динамики. Это будет несколько упражнений, которые помогут нам разогреть поясницу, бедра, квадрицепсы и колени. Первое упражнение, как всегда в наших программах, гиперэкстензия. Далее будет разгибание ног сидя, сгибание ног лежа, разведение, сведение. И вы можете добавлять в такие комплексы для разминок те упражнения, которые посчитаете нужным. Так как сегодняшняя тренировка больше будет основана на нижнюю часть тела, поэтому мы выбрали именно такой вариант активной динамической разминки. Все это будет выполнено в одном круге, в длинном подходе, по 15-20 повторений каждого подхода. Если вам тяжело, естественно, вес уменьшайте. Он не должен напрягать ваши суставы, а просто разогреть качественно мышцы. Они должны слегка гореть, но при этом вам должно быть комфортно. И первое основное упражнение, оно же разминочное, приседание. Выполним 21 повторение по 7 повторений в разных стойках. Первая стойка самая удобная должна быть. То есть это приблизительно средняя. Вот для Маргариты эта стойка чуть шире средней. Удобная стойка позволит вам максимально комфортно разогреть коленные суставы, подготовить к следующему упражнению, и поясничный отдел. Выполнив 7 повторений в такой стоечке, делаем носки чуть в стороны пошире, стойку чуть пошире, и вторые 7 повторений выполняем в так называемой широкой стойке или сумо, как ее называют. Для чего она нужна? В этой стойке больше прорабатываем приводящую мышцу, внутреннюю часть квадрицепса, и ягодичная мышца, соответственно, акцент на ней смещается больше к центру. Эту стойку пытаются многие сделать поглубже, не присед в этой стойке. Это дает вам дополнительную гибкость, эластичность и растяжку, что позволит избежать в дальнейшем травм. И после того, как мы выполнили 7 приседаний в этой стоечке, переходим к самой сложной, к узкой стойке. Стопы параллельно. Ширину делаем достаточно комфортно, но все-таки поуже. В этой стойке аккуратно делаем акцент на тазобедренный сустав и садим его с акцентом на пятки. Здесь больше всего, конечно, нагружаются колени, но для дальнейших выпадов, которые будем делать, нам очень важно разогреть коленный сустав. Поэтому весь подход делается с минимальным весом. Хорошо прорабатываются суставы, особенно коленные. И после 2 таких подходов по 21 повторению вы будете полностью готовы к выполнению последующих более сложных упражнений. Следующий суперсет. Приседания в ножницах, так называемые. Мы тоже называем его выпады, но тут стойка фиксирована. И дополнять его будем следующим упражнением.
Значит, чем хорошо это упражнение? Благодаря тому, что мы делаем его со штангой, здесь возможен максимально большой рабочий вес. Теперь обратите внимание на нижнюю точку Маргариты. В этом упражнении она правильно держит колено, и тазобедренный сустав выдает максимальный угол, то есть ягодичная мышца по максимуму растянута. Это правильно. Коленный сустав не перегружается, ягодичная мышца получает большую нагрузку. Квадрицепс работает по минимуму, ягодичная по максимуму. Благодаря тому, что штанга вверху, точка приложения силы максимальная, и это упражнение максимально сожжет калории и даст максимальное развитие, полный эффект для развития вашей ягодичной мышцы. Выполнив 10 повторений на одну ногу, теперь мы дополняем подъем ног в висе. Для чего это нужно? То есть мы не просто качаем пресс, а мы даем после нагрузки на поясницу декомпрессию позвоночника. Поэтому внизу на вдохе хорошенечко растягиваем спину, вверху выдох округляем. Не путайте растяжение с расслаблением. Растянули, но не расслабились, высоко подняли, округлили таз. И внизу, после последнего повторения, повисели, расслабили чуть-чуть спину. Отдыхаем 20-30 секунд и переходим к выполнению упражнения второй ногой. После 20-30 секунд отдыха восстановили дыхание, концентрацию и выполняем упражнение второй ногой. Это позволяет, не сбавляя веса, делать также четко, качественно, прорабатывать вторую половину вашего тела. Ягодично. И также добавляем подходик на пресс, подъем ног в висе. Таких подходов всего в программе выполняем минимум 2. Но если вы почувствуете, что вам маловато, можно добавить третий. Итого 2 подхода по 10-15 повторений. Итак, следующее упражнение мы выполняем 3 сетом. Это позволит максимально задействовать всю вашу силовую выносливость, еще больше спалить калорий ненужных и проработать все те же необходимые ваши части тела. Первое. Выпады с гантельками назад поочередно. Обращаем ваше внимание, такой маленький лайфхак. Чтобы качественно сделать это упражнение, вам лучше смотреть не вперед в зеркало, а на ту пятку, на которую вы целитесь гантельками. В итоге, Андрюха, покажи, пожалуйста, колено у нас остается ровно, как будто бы упирается в стену. Оп. Ягодичная растянута по максимуму в этом положении. Спина работает очень корректно. Да. Спинка постоянная, она в работе не участвует, она не разгибается, она не сгибается, она статична. Поэтому нагрузку получает основную ягодичная мышца, а квадрицепс работает как для рельефа, то есть на прорисовочку. Выполняем таких упражнений где-то по 8 раз на каждую ногу. Но опять же, оговариваюсь, забегая наперед, если вам мало или много, регулируем либо весом, либо количеством повторений. Готова делать разведение? Теперь, Марго, покажи, как ты мне до этого рассказывала, как ты привыкла делать это упражнение. Обратите внимание, друзья, многие девчонки, почему, не знаю почему, сложился такой миф, наверное, делают это упражнение либо просто не прикасаясь к спинке, либо в наклоне. Как ты его делала в наклоне? Даже так, то есть обняла тренажер как родной. Это они объясняют тем, что якобы что-то чувствуют больше в бедренной части. Покажи сейчас, где ты больше чувствовала напряжение. В каких частях? Низ ягодичный, да, получается? Вот. Теперь попробуй прижать спину и поработай в этой амплитуде. Легче. Хорошо. Теперь проводим небольшой эксперимент. Сделай 10 повторений. Поехали, да. Вес нормальный? Давай чуть-чуть добавим. Поставь. Поехали. Как сейчас? Чувствительно. Хорошо. Ради чистоты эксперимента делаем 2 ноги. Полностью рабочий вес. 60 килограмм. Тренажер у нас хороший, ход мягкий. Нормально? Еще 3. А теперь перейди в наклон. Небольшой такой, натуральный, не сильно, не вставая. Попробуй просто упрись руками в переднюю стойку. Да. И руки чуть немножко выше сделай. Работаем. Хороший выдох.
Тяжелее становится? Немножко да. Немножко да. Хорошо. Сейчас мы пока перейдем на третье упражнение нашего суперсета, а во втором суперсете попробуем другую комбинацию. И ты с нами поделишься своими ощущениями. И третье упражнение этого суперсета – жим с гантелями лежа. Почему жим? Многие игнорируют проработку грудных мышц, а это очень-очень напрасно. Во-первых, это работа грудной. Во-вторых, это работа дельтовидной и, конечно же, любимого вами трицепсов. Еще один большой плюс этого упражнения – на глубоком вдохе вы раскрываете всю грудную клетку. То есть вы таким образом, подкачивая грудные мышцы, плато из этих мышц, вы укрепляете и улучшаете свою осанку. Если только качать спину или пресс и не уделять должного внимания грудным мышцам, плечи будут покатые, немножко сутулые вперед. Вы не будете чувствовать ровную спину. Никогда не будете. Поэтому грудные мышцы, их не надо качать много. Их не надо убивать и высушивать. Но необходимый минимум 3-4 подхода раз в 2-3 дня. Это просто жизненно необходимо для вашей осанки. И также такие упражнения замедляют зону старения, зону декольте. Отдохнули и выполняем второй подход. В этом трисете у нас будет также 2 круга. Выполняем четное количество по 8 раз на каждую ногу. Выцеливаем ягодичную, режем коленки. Рабочий вес может регулироваться от подхода к подходу, как в большую, так и в меньшую сторону. И избегаем резких движений. Итак, продолжаем вторую часть нашего эксперимента. Теперь мы начинаем делать повторения в наклоне. Вес мы уже тебе подобрали, это твой рабочий вес. И выполняем 10-12 повторений. Дышим, активно включаем бедром. А продолжим выполнять с прижатой спиной вторую половину подхода. Поехали. Ну как? Тебе это уже не кажется легким? Нет, уже не кажется. Теперь ты понимаешь разницу, друзья? То есть наклон, он очень относителен. То есть если выполнять его после, да, вам будет тяжелее. Если выполнять его вместо техники с прижатой спиной, вам тоже, возможно, покажется. Но вот как показывает этот опыт, тяжело и легко это очень относительно. Просто делая наклон или убирая наклон спины в этом тренажере, вы лишь смещаете акцент. То есть делая только в одной технике, вы, так сказать, объединяете работу всей мышцы. Поэтому, если хотите, чтобы ваша ягодичная мышца была максимально налита и наполнена, выполняйте, как мы рекомендуем, и в наклоне, и с прижатой спиной. Причем в разных последовательностях. Можно начинать упражнение в наклоне, 10-12 повторений, заканчивать с прижатой спиной. Или наоборот, начинать в классическом седе, а заканчивать с наклоном. Почувствовала эффект? Да, И теперь, вот, отлично, что и требовалось доказать. И заключительное третье упражнение нашего трисета. Предплечья как в нижнем, так и в верхнем положении перпендикулярны полу. Гантельки мы не заваливаем вовнутрь и не раскрываем слишком широко. Сводим именно грудными мышцами. Опять же, внизу полное раскрытие грудной клетки, вдох глубокий и выдох. Делаем небольшую паузу. Локти полностью не выравнивать. И последний большой трисет у нас на заднюю и внутреннюю поверхности бедер. Первое упражнение – сгибание ног лежа. Сразу говорю, выполняем не менее 15 повторений. Вес удобный. Концентрация в верхней точке и хорошая достаточная растяжка в нижней точке. Так как после квадрицепсов двуглавая мышца бедра является второй важной, основополагающей по построению бедра, то после всех выпадов мы переходим именно к ее тренировке, тем более она уже разогретая. И только потом мы переходим на тренажер сведения и дорабатываем приводящую мышцу, так как она гораздо тоньше,
гораздо меньше, но по ощущениям девушки любят ее делать. И сейчас мы переходим к ней. И как я уже сказал, после того, как мы нагрузили основную двуглавую мышцу, которая формирует и заднюю, и внутреннюю поверхность бедра, теперь добавляем приводящую. Большая ошибка многих женщин, так как у нас сегодня тренировка посвящена женщинам, это сидеть на этих тренажерах, сведение, разведение, тратить на них по 15-20 минут времени. КПД от такой тренировки минимальный. Вы вообще не измените форму вашего бедра, она не будет видоизменяться. Вы будете чувствовать локальную нагрузку внутри, где-то на поверхности, но это никоим образом не подтянет вот именно то, что вы хотите подтянуть. То есть приседания, выпады раз, сгибатель и только потом сведение, разведение 2. Как мы уже показали, либо это разминка, либо завершающее упражнение. В такой комбинации будет максимально возможный эффект. По-другому не тратьте зря свое время и здоровье. И третье упражнение этого суперсета. Опять цепляем грудные мышцы, трицепсы и дельтовидные. Чем отличается отжимание от жима лежа? Именно в этом упражнении обратите внимание на корпус. У вас статически напряжен пресс, у вас статически напряжена спина и ноги. Поэтому количество желательных потраченных калорий будет значительно больше. А в сочетании с предыдущим упражнением на грудь, таким как жим лежа, вы получите хорошую нагрузку и для рук, и для плечевого пояса, и, соответственно, для грудных мышц. Выполняем второй трисет. Как я уже и говорил, то, что написано в программе, мы старались учесть интересы как бы среднестатистической девчонки, которая тренируется в зале. То есть опыт есть, но еще не слишком продвинутый уровень. Но эту же программу можно усилить, то есть добавить в интересующие вас подходы по 1-2 повторения или наоборот добавить количество подходов. И завершающее упражнение сегодняшней тренировки – это пресс на мяче. Почему на мяче? Во-первых, висеть или на скамейку для пресса делать уже тяжело. Большой плюс этого упражнения именно в форме мяча. То есть она полностью дублирует форму позвоночника. И здесь мы можем дать, опять же, декомпрессию позвоночника после тех нагрузок, которые ваша спина получила в течение тренировки. То есть с одной стороны, вроде бы упражнение для поясницы не тяжелое, но пресс можете включить и низ, и вверх. Какие нюансы? Мяч не должен ерзать вперед-назад, низ живота подключается интенсивненько, так же как и верх, в равной степени, 50 на 50. Подбородок все время прижат, глаза смотрят на свой живот, локти сведены в сторону, не разводятся, и на выдохе. Скорость со временем можно увеличивать. Это одно из немногих упражнений, которые можно делать в быстром темпе, но не в ущерб амплитуде и не в ущерб всей общей технике. Выполняется таких повторений максимальное количество раз в первом подходе, второй и третий лишь добивочный. Либо же можно сделать один длинный подход, не вставая, добавляя по 10-15 повторений через один вдох-выдох. То есть сумма. Почти аэробный эффект. Итак, первый выпуск нашей программы подошел к концу. Мы уверены, он будет для вас полезен. Ждите второй и третий. Если будут вопросы, задавайте. Сегодня с вами была Маргарита, ее тренер Андрей, Дмитрий, наш известный оператор, и я. Мозг. Да, мы благодарим клуб Orange за предоставленные площадя для съемок. Мы желаем вам удачи в спорте и до новых встреч! Канал Masters of Body снова с вами.